В то время как Лукашенко проводит закрытые международные встречи, не считая нужным посвящать белорусов в суть переговоров, убежден, что демократическим силам Беларуси важно придерживаться принципов открытости. Сегодня на повестке дня наиболее актуальной темой являются переговоры по взаимодействию с правительственными структурами США. Команда Народного антикризисного управления отправила в Госдепартамент и конгрессменам США свои предложения по возможным мерам усиления санкционного давления на режим Лукашенко. Что мы предлагаем? Первое. Нам важны и приоритетны действия, которые позволят гарантировать суверенитет и независимость Республики Беларусь в связи с угрозой насильственной интеграции со стороны России, которая может использовать последствия политического кризиса в вышеуказанных целях. Второе. Лишение режима Лукашенко доступа к кредитным ресурсам Международного валютного фонда. Для этого важно уже сейчас приостановить членство в Совете управляющих МВФ от Беларуси так называемого главы Нацбанка Павла Калаура и так называемого министра финансов Юрия Селиверстова через непризнание за ними полномочий на распоряжение счетом Беларуси в МВФ. Средства МВФ должны быть заморожены на счетах для легитимного правительства в новой Беларуси. Право таким образом ставить вопрос дает прецедент, когда правительство Мадуро в Венесуэле, не признанное США и ЕС, было отрезано от кредитных ресурсов МВФ. Третье. В связи с продолжающимся расследованием инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, призвать США поддержать рассмотрение вопроса о признании Лукашенко террористом, принимая во внимание другие преступления: пытки, внесудебные казни, запугивание населения, поддержка нелегальной миграции и многие другие примеры. Четвертое. В рамках координации санкционной политики с ЕС и Великобританией Народное антикризисное управление предложило партнерам в США принять решение по усилению ограничительных мер против режима Лукашенко, в том числе секторальных, персональных, финансовых санкций, таких как, например, прекращение обслуживания карт Visa, а также по возможным санкциям в случае попыток со стороны России способствовать утрате суверенитета Беларуси, а также осуществления скупки государственной собственности и предприятий нашей страны. Полагаем важным присоединение США к секторальным санкциям ЕС и их расширение. Включение в санкционный список поставок древесины и продукции деревообработки, калийных удобрений, не попавших под санкции ЕС. Введение запретов на транзит товаров через Беларусь железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом. Введение полного запрета на межбанковское кредитование. Запретить торговлю гособлигациями на вторичном рынке. Пятое. Полагаем важным координацию санкционной политики в отношении режима со стороны ЕС, США и Украины, как страны, являющейся вторым торговым партнером для диктатора. Шестое. Необходимо инициировать включение в санкционные списки всех самолетов, используемых диктатором: Boeing 767, Boeing Business Jet, Gulfstream, бомбардьер Challenger и вертолет Augusta Westland, что приведет к невозможности закупок навигационных карт и техобслуживания и создаст сложности для узурпатора посещать оставшиеся ему для поездок Москву и Сочи. Седьмое. Мы также донесли до правительства США информацию о наиболее распространенных схемах уклонения от санкций, практикуемых режимом. Команда НАУ постоянно отслеживает попытки нелегитимного режима обойти санкции и информирует западных партнеров о таких действиях, предлагая меры противодействия этому. Это лишь ряд наших предложений из направленных в Вашингтон. Кроме того, как член Президиума Координационного совета инициировал заявление Координационного совета, которое было принято 18 июля этого года. В условиях, когда народ Беларуси больше не имеет легитимных органов власти, представляющих его интересы,
члены Координационного совета, выступая от имени белорусов, настаивают на проведении национального диалога, который должен быть организован при посредничестве международного сообщества, в том числе ОБСЕ, с соблюдением народных требований по освобождению всех политических заключенных и отказу от политически мотивированных обвинений, а также по прекращению массовых репрессий и привлечению к ответственности виновных в нарушениях прав человека. Члены Координационного совета исходят из того, что в Беларуси в самое ближайшее время должны состояться новые, свободные, честные и прозрачные выборы без Лукашенко. Текст этого заявления также был направлен конгрессменам США. Команда НАУ считает, что стратегия внешнеэкономического и внешнеполитического давления на режим Лукашенко должна свести к минимуму лазейки, которыми могут легко воспользоваться квалифицированные и опытные, спонсируемые государством контрабандисты. Мы должны понимать, что имеем дело с хитрым мошенником, который будет использовать любые лазейки для продолжения своей незаконной деятельности. От этого зависит его, а также его пособников дальнейшее существование. При режиме Лукашенко стратегия постепенного, растянутого во времени ужесточения санкций не имеет шансов на достижение народных целей. Лукашенко понимает только язык силы и неизбежности. Только скоординированная и полная блокада режима, включая одновременно принимаемые меры по противодействию попыткам обойти ограничения, может повлиять на ситуацию. Более того, чем шире и существеннее меры воздействия, тем они будут короче по времени, что минимизирует потенциальное воздействие на белорусов. Следовательно, ограничения должны быть синхронными и не должны проводиться поэтапно. Предлагаем существенные, сильные и краткосрочные санкции. Это обеспечит, наряду с действиями гражданского общества и внешнеполитической изоляцией, гораздо более высокие шансы на победу демократических сил Беларуси и изгнание Лукашенко при минимальном сопутствующем ущербе, что позволит быстро перейти к строительству новой Беларуси.